Неделю назад не смог дойти до капкана собаки. Точнее, собака метель ушла по соболиному следу. 4 часа гоняла его. Примерно половину пути я прошел до зимовья. Она подобрала след. И через 4 часа я пришел к ней, практически вернувшись обратно к дороге. Оставался километр. Времени уже не было идти на зимовье. Принял решение возвращаться домой. Вернулся. Сегодня вот, получается, через 2 недели от последнего посещения капканов наконец добрался до начала путика. Но пока шел сюда, не встретил ни одного свежего следа соболиного. Ни одного. Буквально вчера прошел снег небольшой. Сейчас я иду абсолютно по свежему снегу. То есть все следы старые засыпаны, должны быть только свежие. Из свежих следов были только, наверное, 5 или 6 переходов косули. Может быть, пара белок. И ни одного соболиного следа. Здесь старые следы. Вот здесь старые следы. Соболиные есть. Присыпанные. Но свежих ни одного мы не встретили. Собаки ни разу даже не лаяли. Ну, точнее, один раз там взлаивали проверочно. Сейчас уже ушли тоже в сторону зимовья по тропе. Ну, вот, учитывая все эти обстоятельства и то, что многие охотники знакомые на севере области охотился, товарищ мой в центре области, здесь у меня, можно сказать, на юге, везде у всех одна ситуация. Соболя очень мало. И по следам, и по добыче. У одного знакомого охотника в 4 раза меньше он в этом году добыл, чем в прошлом. У другого там в 2 раза меньше. И они все довольно рано приняли решение закрыть капканные путики и выйти. Я вот сейчас тоже так подумал, что, видимо, что-то все-таки с численностью не то, раз следов очень мало. Сейчас пройду по путику. Ну так посмотрю. По крайней мере, этот путик, скорее всего, я закрою, чтобы не отвлекаться уже на него. Ходить, конечно, буду с собаками. Собаки, может, что-то и смогут упромыслить. Но капканы, наверное, я закрою. Сегодня все проверю, посмотрю, приму решение в конце. Прошел уже 5 из 6 капканов на этой части путика. Вот подхожу к последнему капкану, к верхнему. Вот такие следы. Соболиные, старенькие, присыпанные. Подхожу. А там у нас, оказывается, добыча попалась. Вот теперь точно надо закрывать капканы. Соболюшка. Ну теперь точно закрывая капканы, будем дальше заниматься собаками. Дошел до зимовья, решил сходить за водой. Там с прошлого раза оставил 2 бутылки воды. Ну, они замерзли, естественно. Думал, сейчас наберу воды, чтобы не ждать, пока растает лед. Подхожу к ручейку, налить по самые края. Ведь морозы были, ну, градусов 30-35 тут в этой местности. В городе 27 ночью было. Тут точно было ниже 30. И вот что произошло. Но сейчас, наверное, льда наколочу, ведерко мелкого, чтобы быстрее растаяло. Будем уже знать, что здесь теперь происходит. Сильные морозы.
Пью чай с термоса пока еще. Печка уже топится. Чайник стоит, вода собакам себе на суп. Соболя повешал оттаивать. Сегодня никуда уже не пойдем. Уже 3 часа. Будем сушиться, отогреваться, оттаивать. О, с бороды лед начинает падать. Обдирать соболя. Завтра проверю оставшиеся капканы, закрою их, скорее всего. И на обратном пути все-таки попробуем с собаками, может, что-нибудь промыслить. Сейчас собаки бегали. Внизу были следы немножко соболиные, но так, без особого энтузиазма они сбегали. Да. Ну что, собаки? Нюхайте, нюхайте. Вот таких надо искать. Отбираю я обычно через рот чулком. Делаю разрезы по губам. И постепенно отбираю с головы. Спускаюсь ниже. Почему начинают с этой стороны, а не как обычно часто делают с разрезом? С разрезом огуска. Потому что при снятии шкурки чулком мездрить можно сразу шкурку прямо на тушке. То есть мездра остается на тушке, и в дальнейшем уже не требуется отдельный процесс мездрения. Такой не очень приятный он у соболя. Поэтому я делаю так. Сейчас в процессе съемки попробую снять частично. Ободрал до передних лап. И вот в этом месте нужно сразу мездру снимать со шкурки, оставлять на тушке. Делать это капроновым чулком, колготком, не марлей или тряпочкой, потому что уже более 20 лет пользуюсь. Как в институте преподаватель подсказал нам такой способ. То есть марля, она быстро намокает, теряет эти свойства сцепления с мездрой. Приходится часто менять и прилагать большие усилия, а капроновая ткань, она не намокает. Если только жиром начинает забиваться, тогда ее приходится менять. Просто меняешь место и продолжаешь мездрить. Вот такой вот способ может кому пригодиться. Сэр. Хорошо видно, что шкурка получается абсолютно чистая. Хочу уточнить, Отмездренная мы сразу. будем допрашивать миссис Дрейден? Нет, таких доказательств не примут. Ясно, сэр. Весь жир, все По-моему, это мышцы всё равно очень глупо остаются на звучит. тушке. Зачем ему Вот лгать, хорошо чтобы видно в этом подставлять себя, месте, если что, он мог бы повесить как это она на там свою жену. остается, эта часть. Видимо, мы Вот, сейчас да. лучше понимаем, почему Дот в разводе. Ну-ка, Почему перестань бы нам не жевать. закрыть уже эту тему? Скинем обратно на дорожный. Да, сэр. А возможные отношения с Дентон? Будем искать улики. Второй день. Сейчас 12 часов уже. Поднялся по путику от Зимовья. Но, как и предполагал, там все пусто, следов никаких нет. Поэтому капкан я закрыл. Там выше последнего капкана был след соболиный, ночной. И как раз в этом месте собаки пропали. Но я смотреть не стал особо, куда они делись. Вышел на тропу, по тропе поднялся вот до вершинки, до перевала. Решил посмотреть собаки. Сейчас, ну, по крайней мере, Илбы. 1850 метров по навигатору. Где-то внизу там уже
Тут следа никакого нет, но две собаки вижу, след прошли прямо по тропе сначала. Сейчас, судя по навигатору, они не на тропе, где-то так лесом что-то крутятся. Возможно, какой-то след, конечно, гоняют. Сейчас попробую подойти. Здесь километр примерно есть тропа. Останется метров 700-800 уже до них. Там уже буду по обстоятельствам принимать решение, чего и как выходить. Время ограниченное. По-хорошему мне надо было в 3 часа быть уже на дороге, но за 3 часа, наверное, не успею. Ну тогда в 6 часов следующий транспорт у нас. Ладно, пойду. Уже вечер. 15 минут 5-го. Идем уже в сторону дороги. И примерно 2 километра осталось. Был свежайший след соболя на дороге. Прям помет не замерзший. Младшая собака ушла в пету. Что-то там крутилось. Сейчас даже не знаю. Не смотрел давно где. А старшая метель пошла по следу, причем обрезала хорошо так его. Потом я пошел по дороге, увидел перегонку, как она с правой стороны дороги ушла налево по следу. И вот залаяла. Не очень активно залаяла. Я подошел к кедриной, вижу, что-то темнеет. Самой макушки. Вот темное пятно. Сейчас попробую стрельнуть туда. Посмотрим, что это. Вдруг повезло нам. И это соболь. Проверим фарт свой. Есть. Ну, наконец, метель у нас сподобилась. Загнала таки отличного кота, крупного. Ну, все, метель. Пытается утащить. Нельзя. Все уже. Очень крупный кот. Добыли наконец-то, промыслили. Да? Старушка. А вот Илба. Метель нельзя. Метель. Илба. Что-то лает где-то. Судя по навигатору. В 600 метрах сзади. Неохота туда идти, конечно. Ужас как. Еще выбираться до дороги. И времени не остается. Давненько не припомню такого. У второй собаки тоже соболь. Ай, молодцы вы сегодня, молодцы. Вот, ну, молодцы, молодцы. И метель молодец, и я Илба молодец. Каждая своего. Молодцы.